В этом видео мы с вами разберемся, какой двухстоечный подъемник выбрать с верхней синхронизацией или с нижней, какой грузоподъемности подойдет лучше для вас, стоит ли покупать подъемник БУ, какой выбрать 380 или на 220 вольт, стоит ли рассматривать самый дешевый, но новый, устанавливать самому или лучше нанять специалистов, а также подготовка фундамента под подъемник. Значит, следующий этап апгрейда, так сказать, помещения – это необходимо сделать подъемник. Ямы здесь нету. Если я что-то не знаю, я спрашиваю вашего совета либо в Инстаграме, либо в Телеграме. Вы скидываете мне чертежи, и благодаря вашим чертежам, если вам надо, я эти чертежи прикреплю в описании, я сделал разметку под будущий подъемник. Подъемника у нас еще нету. Но, в принципе, у них, у всех, размеры одинаковые. Единственное, там, которые уже на 6 тонн идут, они чуть пошире. Но у меня будет до 4 тонн. Одну сторону мы откопали. Изначально хотели копать вот здесь, но получилось так, что тут какая-то бетонная плита. Что с ней делать, черт его знает. Поэтому мы немножко сместились. И вот главное вот ее обойти и не потерять вот этот вот размер ширины подъемника. Все, погнали. Итак, значит, не успев начать копать, мы натыкаемся на блок. Было сначала следующее решение, что выкопать здесь метр, выкопать здесь и сверху залить. Но если сюда попадут шпильки, то это будет весьма проблематично. Я думаю, этот блок мы углубим на полметра, саму яму углубим где-то на метр. Ну что, господа, время уже 4 часа, конец рабочего дня. В итоге что мы сделали? Пробурились. Здесь у нас получилась вот боковая стена бетонная, пол бетонный, глубина 90 сантиметров. И вот этот вот блок, мы его пробили не до самого конца, мы его пробили где-то сантиметров 60. Когда все это зальется, это все свяжется и будет отличная монолитная, ну не конструкция, а монолитный блок. Завтра мы вяжем каркас и вполне возможно, что завтра мы это все зальем. Буду заказывать не 2 куба, потому что мне почему-то кажется здесь больше, а закажу 2,5. Пускай останется, потому что если ты не дольешь сантиметров 10, будет очень и очень печально. Значит, купил арматуру. Арматура 8 миллиметров, понадобилось ее 60 метров. Также мы еще купили для нее вязальную проволоку. Кто не знает, арматура не сваривается между собой, а вяжется. Это вам говорю я, бетонщик 3-го разряда. Для удобства связывания арматуры между собой делается вот такой крючок из обычного электрода. А вязальную проволоку удобнее сразу разрезать пополам. Далее в старом бетоне я размещаю, на каком расстоянии будет идти арматура. Мало ли вам понадобится, если вы не знали, вот берешь, загибаешь, подсовываешь ее снизу, скручиваешь, все. Сейчас я вам, ребят, расскажу самый важный момент, который должен сделать каждый перед тем, как забетонировать это все для подъемника.
Здесь не столь важен, какой бетон ты зальешь. Здесь не столько важно, какую арматуру ты сюда завяжешь. Но важен один момент. Сейчас я вам расскажу. Прежде просто хочу рассказать, что значит, высота от основания пола до арматуры у нас 25 сантиметров. Расстояние от одного слоя арматуры до второго в районе 20 сантиметров. Очко, то есть это клетка, 15-20 сантиметров расстояние. Арматура 8 миллиметров. Так вот, очень важно сделать следующее. Бабки, братишки, только бабки. Я помню, как-то работал на стройке, и мне рассказывал чувак, он говорил, что они монтировали фундамент какому-то богатенькому чувачку, и он под каждый бетонный блок ложил по $100. $100 это там что-то в районе 10-12 тысяч российских рублей. Там типа несколько косарей только было положено под фундамент. Вот, значит, монеты. Тут и русские, и белорусские. Короче, обязательно все это надо посыпать. Обязательно. Сюда бетон можешь не заливать, но денег надо насыпать по-любому. Так, ну что, ребята, резюмируем. Значит, залили. Покупал я 3 куба, стоимость вышла 700 рублей. С доставкой 200 доставка, 500 рублей стоил сам бетон. Значит, суть в следующем. Ушло у нас сюда где-то 2,3 куба, и остальное мы вылили на улицу. Сейчас это мы оставляем минимум на 3 недели. После чего бетон набирает прочность, и тогда можно заниматься монтажом подъемника. При этом подъемника, как я уже говорил, его нету. Я его буду искать. Короче, прибился у нас такой кротяра, такой, все, освоился. Свой братан, да? Молодец, молодец. Уже залили вон бетон, он уже по нему побегал. Такой молодец. Следов своих оставил. Но. Ну, все, полетел такой, носится. Ну что, господа, прошел целый месяц, подъемник стоит. Сейчас я вам подробно расскажу, как его ставили и на что стоит обратить внимание при выборе подъемника. То есть, какой подойдет именно вам. Перед тем, как вызывать установщика, убедитесь в том, что фундамент соответствует. Это минимальная толщина бетона, если у вас плита, это 30 сантиметров, лучше больше. И если у вас залиты кубы, то это метр на метр на метр. Потому что получится так, что установщик приедет к вам, пробурится, у вас будет глубина там 10 сантиметров бетона, он скажет, ну, дружище, готовь фундамент, но за выезд мне заплати. Перед тем, как выбирать подъемник, ты должен понимать, для чего он тебе нужен. Какие автомобили по весу ты будешь поднимать. Если это будут легковые автомобили, тебе достаточно, как в моем случае, 4-тонника. Ну, в моем случае это 4200. Если ты будешь его использовать на пределе своих возможностей, то есть если я буду поднимать 4-тонные автомобили, то знай, что износ будет гораздо быстрее и дороже он тебе будет обходиться в своем, как сказать, обслуживании. У любого подъемника должен быть запас по грузоподъемности. Допустим, если бы я поднимал 4-тонные автомобили раз за разом, то лучше всего взять себе 5-тонник. Он тебе и прослужит дольше, и как бы тебе работать под ним будет гораздо спокойнее. Следующий критерий, на который тебе стоит обратить внимание, это на высоту твоего потолка. Почему? Потому что если у тебя высота что-то в районе 3 метров помещения, то для тебя подойдет только смотровая яма. Если у тебя что-то в районе 3,5 метров, то ты можешь взять себе подъемник с нижней синхронизацией. То есть снизу у тебя будут идти там тросики,
и гидравлика. Если у тебя помещение от 4 метров, то для тебя подойдет, как в моем случае, верхняя синхронизация. И это, на мой взгляд, самое лучшее решение. И чуть позже я объясню почему. Ну, а для того, чтобы уже точно вам определиться, какой вам подъемник подойдет больше, с верхней синхронизацией или с нижней, я сейчас вам просто расскажу их плюсы и минусы, и вы все поймете. Начинаем с минусов. Значит, если нижняя синхронизация, такая планка здесь идет, под которой идут тросики, это постоянная проблема зимой. Туда набивается соли, туда набивается грязь, там постоянно стоит вода. И если бы, ладно, эта накладка просто гнила, это ерунда, но там гниют тросики, гниют механизмы. За этим нужно постоянно ухаживать, чуть ли не каждый день это разбирать и вычищать. И нужно сразу понимать, что этим кто-то должен заниматься. Если этим не будет никто заниматься, потом будет дорогостоящий ремонт. Если вы выбираете подъемник с нижней синхронизацией, следующий минус, который вас ждет, это анкера. Их постоянно нужно подтягивать. После установки уж тем более, и потом за этим следить. Почему? Потому что он имеет такую возможность, как складываться при подъеме автомобиля. Поэтому, когда его ставят, их немножечко разводят, стойки. И поэтому за этим нужно следить. Следующий минус – это вот эта вот планка, через которую тебе постоянно нужно будет что-то перекатывать. Допустим, ты снял коробку, она у тебя находится на стойке, либо ты там сливаешь масло, бочку с маслом нужно перекатить. Вот это импровизированное, это, постоянно у тебя будут неудобства, где ты можешь что-то перевернуть, уронить и так далее и тому подобное. Ну и последний минус, который есть, на мой взгляд, с нижней синхронизацией, это отсутствие верхней синхронизации. И за счет этого вся конструкция становится более жидкая и, соответственно, менее устойчивая. Но теперь давайте поговорим про плюсы нижней синхронизации. Лично, на мой взгляд, это цена, чуть-чуть дешевле, не намного, чуть-чуть. И монтаж чуть-чуть проще. Все. Больше плюсов я там не наблюдаю. А сейчас мы поговорим про плюсы и минусы этого подъемника. Тут все гораздо проще. Минусы этого подъемника – это плюсы того подъемника. То есть чуть дороже установка и чуть дольше она устанавливается. Все, минусов как таковых здесь больше я не наблюдаю. Плюсы этого подъемника – это все минусы, которые мы разобрали с низкой синхронизацией. Вот и все. Лично на мой взгляд, если есть возможность поставить с верхней синхронизацией, нужно его ставить. Тем более цена отличается вообще там на крополи. 220 либо 380. Опять же, если есть возможность у вас оборудование поставить на 380, нужно его ставить. Понятное дело, что 220 ставится там, где нету 380. И следующий момент, немаловажный, это дополнительные расходы, о которых ты, скорее всего, не знаешь перед тем, как что-то заказывать. Первый момент – это доставка. Во-первых, определись, как ты будешь доставлять, сам или тебе будут доставлять. Мой весит 700 килограмм. Для того, чтобы его доставить, это нужно определиться, как его разгружать, как его загружать, на чем его везти. Второй момент – это если ты заказываешь доставку, тебе его привозят, тебе нужно определиться, как его разгружать. Это тоже отдельные деньги, это какой-то манипулятор, либо это погрузчик, сам понимаешь, это дополнительные расходы. Дальше. Это масло. Масло не входит в стоимость подъемника, это отдельные деньги. Следующий момент – это анкера. То есть ты должен определиться, какие ты будешь ставить, которые идут в комплекте. Как правило, там идет какая-то шляпа. Нужно покупать отдельно, это тоже расходы. И так по копеечке набегает серьезная сумма, о которой многие даже и не знают. Поэтому просчитывай, узнавай и уточняй все заранее по телефону. Купать БУ либо новый. Я этот вопрос немножко изучил, пообщался с теми людьми, которые занимаются обслуживанием подъемников, и они мне рассказали следующую тему. Значит, покупать можно бэушный только в одном случае. Если ты точно знаешь, что этот подъемник поднимал 2-3 раза, грубо говоря, да, он эксплуатировался в таких условиях не агрессивных, то есть не ебашил на сервисе днем и ночью. Либо, знаешь, в таком случае, когда сервис закрылся, не успев открыться. То есть подъемник толком не поработал. В этом случае да. Но, как правило, это бывает так, что подъемник продается из-за того, что восстанавливать его и обслуживать уже просто нерентабельно. Проще купить новый,
а старый сбагрить каким-то ребятишкам, которые якобы пропетляют этот вопрос. Но практика показывает, что лучше всего и спокойнее для тебя это купить новый подъемник. Пускай он дороже, но прослужит он гораздо дольше. А по факту получится, купишь ты старый, вкинешь в него те же самые деньги, так за эти деньги ты, грубо говоря, уже купил бы что? Правильно, купил бы новый. Поэтому выбор каждого. Если и покупаешь бэушный, ты должен точно знать, что он отработал совсем чуть-чуть. Ну и по поводу самого дешевого подъемника, тут все тоже достаточно однозначно. Это, как знаешь, покупать себе китайскую, самую дешевую болгарку. Ты должен понимать, что если ты ее будешь пользоваться раз в год, там, по 2-3 минуты, то в принципе ты можешь себе это позволить. Но если ты покупаешь самую дешевую болгарку для того, чтобы завести ее ребятам, и они работали сутками, ну, от чего ты будешь от нее ожидать? Она у тебя сдохнет в первый же день. Точно так же и с подъемником. Если ты будешь им пользоваться 2 раза в год, то в принципе можешь его себе покупать. В итоге, что же купил я и почему? Значит, подъемник с верхней синхронизацией, понятно почему. Потому что гораздо жестче, гораздо надежнее и гораздо спокойнее тебе будет за ним работать. Российское производство Civic PGA 4200E. 4200 это говорит о грузоподъемности. Значит, высота подъемника 4 метра. Подъем от земли автомобиля в районе 2 метров. То есть мне с моим ростом 1,90 м работать будет вообще зашибенно. Какая безопасность у него есть? Все-таки из-за того, что есть сверху перекладина, у всех в голове одна мысль: а не упрется ли автомобиль крышей и не сломает крышу? Суть в том, что там стоит концевик безопасности, который срабатывает при нажатии автомобиля крышей в него. Вот и все. Сразу срабатывает автоматика, он отключается, то есть отключается подъем. То есть невозможно в этом случае повредить крышу автомобиля. Почему я выбрал именно российское производство? Потому что я узнал, что есть уже проблемы с поставками запчастей на некоторые модели подъемников. Пообщавшись с человеком, который занимается их обслуживанием, он говорит, что некоторых запчастей уже в принципе нету. И поэтому я принял решение купить то, на что вообще не будет никогда проблем в обслуживании, в ремонте и так далее и тому подобное. Установка подъемника производилась по следующему принципу. Сначала наращиваются стойки и навешивается вся фурнитура в виде бачка и двигателя. Попутно все трущиеся элементы смазываются. Далее по лазерному уровню выставляются колонны. Для того, чтобы поставить колонны вертикально, нам понадобилось 5 человек. Следом колонны необходимо выставить в строго вертикальное положение путем подкладывания специальных пластинок разной толщины. Анкера использовались стальные диаметром 20 мм. Задача зафиксировать и установить сначала одну колонну, потом накинуть верхнюю перемычку и потом установить и зафиксировать вторую колонну. Со стремянки это сделать практически невозможно. Поэтому, если будете монтировать сами, найдите строительные леса. После заправляются тросы, не трусы, тросы. Соединяются гидравлические шланги, заливается масло, накидываются лапы. Собираются стопора, ну и обязательно смазываются все трущиеся элементы. В самом конце устанавливаются стопора, блокирующие несанкционированный поворот лап. По поводу установки. Слава богу, как я уже говорил, что я не устанавливал это сам. Я понял, что купив мне бур, взяв в аренду нормальный перфоратор, леса, все это изучить, докупить определенных смазок и так далее и тому подобное, я понял, что нет никакого смысла этим заниматься. Просто заплатить человеку, пускай он устанавливает, и я буду спокоен, и я буду знать, что здесь все делалось отлично. При том, что если вам кто-то будет устанавливать подъемник, обратите внимание, чтобы он все правильно смазал и вообще смазал. Потому что когда мне устанавливали этот подъемник, мне сказали, что далеко не каждые установщики
смазывают все углы и агрегаты. Обратите внимание, что колонны стоят асимметрично. Сделано это специально для того, чтобы был лучший доступ в салон, чтобы дверь была возможность открыть шире. При этом стоят резинки специально для того, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Смотрите, как складываются лапы. То есть я их сложил в нужную мне сторону, и здесь мне ничего не мешает. Стопора, то есть должны обязательно стоять, чтобы лапа никуда не соскочила. Понятное дело, я здесь ставлю это в порог, но когда-то ты ставишь это в рычаг, потому что порогов нету. И бывает такое, что может соскочить. Если не будет стопоров стоять, то машина может просто упасть. Что мне еще очень понравилось в этом подъемнике, то что здесь с одной стороны выключаются и включаются стопора. В многих подъемниках ты с одной стороны отключил стопор, потом с другой стороны пошел, отключил стопор. Здесь этого нет. И еще, если в вашем случае там проходной двор, да, отключил, забрал ключ, все, им пользоваться уже нельзя. Подожди-ка, по-моему, кот пришел. Ай, красавец, прилетел, смотри. Ай, ну смотри, какой благодарный кит. Ай, ты маленький. Момент. Вот, допустим, вы поднимаете тачку, да? Ты понял, что в этом положении нужно работать. Тебе нужно обязательно опустить его, чтобы он опустился на стопора, а не держал все это давление просто на гидравлике. Все, он опустился, можешь работать. Если тебе нужно, допустим, полностью его опустить, поднимаешь чуть-чуть вверх, он поднимается со стопоров, опускаешь вниз и пошел. Не надо бегать вокруг да около, отключать там стопор, включать здесь стопор. Ну, лично на мой взгляд, это очень удобно. Какой вывод я сделал из вообще покупки инструмента и в целом с приобретения чего-то качественного? То, что купив однажды что-то качественное, ты будешь работать и получать от этого удовольствие. Либо ты где-то зажал немножко денег, купил что-то плохого качества и будешь каждый раз от этого страдать, и каждый раз ты будешь плеваться. Лучше переплатить, забыть и кайфовать. Я сейчас вам еще в конце хочу сделать небольшой спойлерок. Сделали себе вот такую вот штуку. Кто отгадает для чего? Пишите в комментариях. Не пали контору. Палить не надо полностью контору. Так что вот такие вот ребята. Всех обнял, приподнял и поставил лайки и комментарии. Всем пока. Ну что, ты рассказывай. Где был, кого сегодня видел? Зрителям нашего канала передаешь привет? О, папа, все, это уже была битва. Стрельбы не надо. Ну,